Привет, друзья! Давно не виделись. Собственно, расскажу почему. Сейчас для начала будет небольшой обзорчик аэрогриля. Того самого аэрогриля, который я получил в подарок чуть больше полугода назад, на который я делал небольшой обзорчик Part 1, часть первая. Вообще не понимал, что с ним нужно делать, и ввиду того, что я, собственно, сейчас нахожусь совсем в другой квартире, в которой я делаю ремонт сам потихонечку, еле-еле, плюс некоторые трудности в жизни, как, например, была сломана нога, и месяц с лишним я не мог ничего делать вообще. Но, кстати, аэрогриль меня выручал очень сильно. Я делал крылышки свиные, котлеты, хинкали варил и потом делал в аэрогриле. В общем, я много чего делал, и аэрогриль меня спасал, пока, собственно, я сидел постоянно и лежал со сломанной ногой. Значит, давайте приступим сейчас к самому простому, и я просто в этом ролике расскажу, чем я занимаюсь вот последние вот эти полгода, в которые мы с вами не виделись. Итак, не обращайте внимания на этот бардак, сами понимаете почему, я уже объяснил. Собственно, вот та самая аэрогриль, которая была мне подарена, собственно, немножко уже такая подюзанная, я ее протер как мог. Значит, такой момент, в прошлый раз я не знал, что с этой решеткой делать, но да, действительно она вынимается, и отсюда я убрал резинки, потому что взять достаточно проблематично, но скажу, что за полгода немножко появились царапинки, вот эти вот царапинки от, собственно, того, что я резиночку вот эту снял. Моется, на самом деле, она очень просто. Значит, когда собирается здесь все масло, я его просто сливаю, салфеточкой все это дело протираю, и губочкой все это дело моется очень просто со всех сторон. Здесь сюда заливается, здесь выливается. Собственно, сохнет она очень быстро. Бывает, я готовлю с этой решеткой, бывает без. Соответственно, сейчас я просто самый простой, потому что, опять же, нужно быстро все приготовить, поесть и дальше, собственно, работать. Купил котлеты, 30% скидка в магазине, потому что осталось там сколько-то дней, еще 2 дня, и они помрут, эти котлетки. Но с другой стороны, купил, закинул в морозилку, и они там лежат еще долго. Собственно, все это дело оно же немножко подразморозилось. Вот, закидываю я эти котлетки сюда. И немножко я залью маслицем. Совсем малость. Чтобы ничего это дело не пригорало. Оно, по сути-то, и так пригорать не будет. Но дело в том, что я заметил, если без масла их делать, сами котлеты, они будут немножко суховатые, а я хочу, чтобы они были сочные. По сути, аэрогриль, она делает все это дело, чтобы было сочное, сильно не выветривалось, но все равно мне больше нравится, когда разрезаешь котлетку, а из нее аж сок так вытекает, очень вкусно. Итак, собственно, закидываем. Итак, значит, здесь есть всякие разные режимы, как я в прошлый раз объяснял. Вручную картофель, куриные крылышки, стейк, карри ягненка, рыба, креветки и так далее. Значит, смотрите, я привык уже обычно просто взял, закинул все это дело, просто хлоп, нажал вручную на 180-200 градусов, соответственно, если 200, то поменьше времени, ставлю на 180, и при этом получается, что так, наверное, я если поставлю на 15 минут, да, на 15 минут будет отлично. Вот. Скажем так, были вопросы в комментариях, шумная ли она. Здесь трудно сказать. Вы знаете, я, благо, ее слышу, просто когда она готовит все эти 15 минут, после этого она приходит в режим подогрева, поддержки температуры. Собственно, пока у нас 15 минут готовятся котлеты,
Я же еще макароны хотел. Сейчас я макароны поставлю. Минутку. Вот такая у меня ужасная раковина, конечно. Я еще крылышко свинины поставил на разморозку. Буду делать вечером. Я думаю, что тоже можно будет заснять. Макарошки думаю взять такие. Из высшего сорта. Специально для макарон. Дешево, сердито. И мне, собственно, поесть будет отлично. Так, воду я налил. Плита у меня отвратительно грязная. Потому что я ее не мою. Да и, в принципе, нафиг надо. Все равно ее выбрасывать. Смотрите, вот такая вот старая. Вот здесь, не знаю, что это такое. Вот здесь, я так полагаю, духовка была. Здесь открывается тоже что-то. Вот, в общем, я ее выбрасывать буду. Думал, я поставлю из другой квартиры вот такую, отремонтирую гельфестовскую, но я передумал. Сейчас буду варить, точнее, буду делать воду для варки макарон. Да, здесь таким образом это все дело устроено. Вот такая вот. Во. Чем больше крутишь, тем больше и, соответственно, немножко вот поменьше. Вот как-то вот так вот. Ну, вообще, пока у меня делаются котлеты, у меня успеют сварить макароны. За 15 минут, я думаю, все это дело сделается. Значит, ролик для уже имеющихся подписчиков. Если вам интересно, можете, конечно, тоже подписаться, поставить лайки, пишите комментарии. Потому что сегодня утром я проснулся и прочел комментарий. Вы знаете, я воодушевился сделать ролик, и ввиду того, что у меня сегодня свободный день, да, я думаю, это отличное время, когда я могу это сделать. Так, я покажу для начала, где я и что, собственно, я здесь, блин, делаю. Ну и ввиду того, что нахожусь я уже на кухне, вот такая вот квартира старая, бабушкинская, нужно сделать ремонт. Я здесь особо сильно не убираюсь. Вот здесь вот холодильника нет, здесь батарея, радиатор. Вот. Собственно, здесь нужно все это делать. Значит, так, это я выключил. Мое рабочее место. Вот, всеми любимые бабушкины ковры на стенах. Собственно, вот уже штукатурка. Вот я. Здрасте. Вот. Тут штраблю, потихонечку делаю. Здесь будут у меня выключатели. Вот такой вот потолок. Где-то что-то текло раньше, потому что это 5-й этаж. Вот такие светильнички я уже себе поставил. Шикарные. Мне они очень нравятся. Очень нравятся. Они с пультами для ленивых. Иными словами, лентяйки. Столешница будет вот здесь вот у меня, где мое рабочее место. Вот. Здесь даже вот открыто. Я почему говорю? Я почему говорю, что у меня сегодня прям воодушевление большое делать ролик, потому что как раз я посмотрел, зашел случайно, ну, как говорят, случайности не случаются, зашел специально посмотреть, просто заглянуть, может быть, что-то изменилось, и бац, смотрю, там несколько комментариев, я такой думаю, блин, ну я точно, для вас я сделаю ролик, потому что мне писали, даже в Телеграм мне писали, что Артем, где ты, куда ты пропал? Вы знаете, я работаю. Я достаточно много работаю, я не работаю, когда сплю или когда, я не знаю когда куда-то еду, например, потому что за рулем особо не поработаешь. Ну, погнали дальше. Здесь было изначально 2 кресла, здесь, соответственно, кладовка, я там забил, мне пескобетон, пескоцемент. Стены я уже поснимал обои. Собственно, здесь убрал дверь, здесь тоже вроде как была дверь. Коридор неинтересно, ванна неинтересно, там вообще жуть. Показывать даже не буду. Старое кресло, в общем, тут накидано. Тут тоже все накидано, все навалено. В общем, что я, собственно, сделал? Вот у меня комната, спальня. Вот как-то вот так вот. Ну, где-то плинтус есть. Где-то плинтуса пока еще нет. Это как раз я делал до того, как я сломал ногу. В общем, натяжной потолок.
Люстра. Это самая первая люстра, которую я купил. Мне очень понравилось. И еще. Освещение, точнее электрику я делал все сам. Да и в принципе я делал все сам. Розетки. Вот здесь была одна розетка. Одна на всю комнату. И велась она вот таким вот образом. Вот туда. И соответственно вот здесь розетка, вот она там была. Она не работала, потому что я там отключил. Вот там я сделал розетки для компьютеров и источник бесперебойного питания специально с аккумулятором для того, чтобы, если нет электричества, они дольше работали. Было у меня так, полчаса выдерживало точно, а дальше не знаю. И там розеточка после за кроватью. И вот здесь розетка. Здесь у меня выключатель на то и другое. Надо перевернуть, потом сделаю. Ну, так уж получилось. В общем, вот так вот у меня получилось. Ну, это целлофан я буду закрывать, потому что вот здесь вот я хочу телевизор. Я, когда делал ремонт здесь, я не продумал, что надо телевизор. Ну, буду делать. Ламинат. За ламинатом уплотнитель для ламината и стяжка пола. Собственно, как я это делал, было, конечно, ужасно. Я все это дело вскрывал. Там деревянные полы были. Была большая слышимость. То есть, то, что я сейчас вот иду, я иду как по полу, действительно. Если я иду уже в большой комнате, я еще стяжку пола не делал, я чувствую, как пол скрипит. И мне это прям очень сильно не нравится. Вернулись. Вот здесь я хочу повесить большой телевизор. Большой телевизор. Не знаю, по мебели чего будет. Разводку электричества делаю по потолку. Тоже буду делать розетки. Там, сям, выключатели. В общем, все это дело я пока еще проектирую. Ну, посмотрим, как получится. Единственное, что в маленькой комнате я захотел черный радиатор отопления. Я еще его не подключал. У меня, в принципе, здесь обогреватель есть. Два обогревателя стоят. Здесь был чугунный. Надо было его отдать на пескостру и покраску, и было бы куда лучше. Вот, был раньше вот такой вот, и было бы, конечно, круто, если бы я его почистил и, соответственно, покрасил. Потому что чугунные батареи, они прям шикарные. Ну, в общем, вот так вот, смотрите, вот так вот я живу сейчас, делаю потихонечку ремонт. Что-то увожу, что-то выбрасываю, потому что мусора очень много, ненужных вещей, постепенно скапливается. И вот работа, ремонт и времени готовить вообще нет. Ну, не то чтобы его там было бы лень, было бы там еще что-то. Его просто этого времени нет, соответственно. Утром проснулся, выпил кофе, поел что-нибудь быстро-быстро. И то в лучшем случае порой бывает просто, что не ел вообще, к слову, до обеда. Что-нибудь разморозил, закинул в аэрогриль, быстро приготовил. Ну, например, те же самые крылышки свиные. Они получились просто божественные. Я могу только, правда, фотографии, наверное, скинуть, потому что, по-моему, видео я не делал. Но между делом, в принципе, я еще могу сделать. Возможно, надо открывать телеграм-канал и туда выкладывать. Куда проще, нежели делать ролик в YouTube, Дзен и прочее. Вот, в общем, вот такими вещами я сейчас занимаюсь. Ну, на самом деле, я еще в 22 году начал делать ремонт. И времени тоже категорически не хватало, потому что езжу по регионам, в командировки. И, в общем, как вот так вот. Ну что, вода у нас уже закипела. Здесь осталось 3 минуты. Кстати, можем открыть, посмотреть. О, красота какая. Вот это тут немножко вспучился, потому что там жидкости очень много. Он, скорее всего, самый-самый-самый вкусный будет. Так, ну, закроем обратно. Пусть доделывается. Возможно, еще 5 минуточек нужно будет сделать. Насыпаем макароны. Собственно. Вообще, на самом деле, не принципиально макароны, я котлетки так ем. Вот, собственно, только что пропищал и стал тише. 30 минут. Поддержка тепла. Ну, посмотрим. Красота. Ну, я поставлю еще на 5 минут, чтобы они немножко подрумянились.
Опа. Так, значит, отмена вручную, 200 градусов. Если быстро перекидывать, то он много. Очень удобно, потому что если по чуть-чуть, аккуратненько, то хорошо. А если быстро, опа, и сразу там 50 минут, допустим, вообще круто сделано. Так, 5 минут. Вот, пусть подрумянится. Тем самым у меня уже практически готовы макароны. Их варить-то всего лишь 5-7 минут. Сейчас воду солью и можно накрывать холостяцкий стол. Ввиду того, что я не заморачивался по поводу проектирования ремонта, дизайн-проекта и всего прочего, и делаю, собственно, это сам, во время процесса бывает что-то передумываю и переделываю. Конечно, это до, скажем, такой чистовой отделки или монтажа, например. Все-таки монтаж, например, электрики, он важен, можно сказать, в самом начале, потому что потом уже, даже после штукатурки и шпатлевки, потом уже переделать электрику нетрудно. Просто это лишняя трата средств на материалы и времени. Собственно, пойдемте в ванную. Там мне сделали дизайн-проект, как сейчас, и как мне сделали дизайн-проект, и как это, блин, придется делать вообще. Страшное дело. Так, вот здесь вот включаем. Вот здесь вот так вот. И видим вот этот вот ужас. Вот этот вот ужас. Вот, видите, здесь, видимо, протекало что-то. Все это тело падало. В общем, вот такой вот ужас, 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 ужас. Вот. Но это на самом деле очень много квартир. С таким ремонтом есть. И люди живут и нормально. Ну, кому, собственно, как. Вот так вот. Здесь полотенцесушитель вот такой вот. Вот он. Стиральная машина. Вот такой вот. И, соответственно, что мне сделали по дизайн-проекту. Я поставлю душевую. Все сделаю в плитке. Стяжка пола. Там, получается, соответственно, душевая кабина с интересным смесителем, душевой, раковина и прочее, 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 прочее. Мне очень понравилось. Единственное, что я хотел расцветку изначально другую, это сделать в тонах красный с черным. Но, к сожалению, эти товары сейчас достаточно трудно купить, потому что они уже не производятся предприятием, которые делали, собственно, вот эту вот красивую плитку. Вот, собственно, вот такие вот котлетки у нас получаются всего лишь за 20 минут. Румяненькие, 100% они готовые, сочные. Здесь у меня тоже уже все готово. Пора накрывать на стол. Ну, сейчас огурчики, помидорчики порезать. Ввиду того, что получилось очень много масла, я решил все это дело слить. Соответственно, вот такой вот простенькой прихваточкой, но очень удобной, я выкладываю котлетки. Вообще я решил сейчас... а здесь, кстати, они даже не румяные. Ну, сейчас мы этот вопрос тоже решим. Я решил макароны закинуть сюда. Так я еще не делал ни разу. Но кто знает, что получится. Собственно, сюда я сливаю весь жир для собаки. Есть в деревне собачка. Так, я немножко оставлю. Есть в деревне собачка. Ей делать наваристый суп. Милое дело. Потому что сейчас зима. И будет отлично. Вот, собственно, у меня макарошки приготовились. Я их сюда... Не знаю, не жарил я в аэрогриле, но попробую пожарить. Так, сейчас проверю, что у меня с котлетками. О, запах-то какой. Надо научиться самому котлетки делать. Так. Угу. Соленые, противные. Да, соли перебор делают. Так. Я закину. Сейчас они пусть подрумянятся. Раскидаю их вот так вот.
И минуточек на 5. Поставлю 200 градусов. Так, осталось 2 минуты. Ну, сказать, что макарошки поджарились, нет, конечно. Но немножко они, какое-то ощущение, подрумянились. Ну ладно, простенький обед или ужин организован. Можно выкладывать. Вот. Нормально. Ну, что хочу сказать. Вот такие вот у меня будни, выходные, практически круглосуточно, когда я не сплю, отдыхаю. Значит, собственно, вот такая аэрогриль мне приготовила еду за 20 минут. Ну, за исключением, конечно, макарон. Ну, самое простое. Не кулинарный сегодня, скажем так, ролик получился. Я просто рассказал, чем я занимаюсь, почему я пропал на какое-то время. И самое интересное то, что какой у меня отзыв по поводу аэрогриля Xiaomi 6,5 литров. Очень быстро все готовит. Ничего никогда не сгорит. Если, конечно, вы не поставите на полчаса то, что можно сделать за 10-15 минут, можно приготовить практически любое блюдо. Скажем так, я не шибко такой кулинар, поэтому мне по кайфу делать мясные блюда. Это сегодня у меня просто только котлеты остались. Я все ребрышки, грудки, курицы и прочее, я уже давно приготовил, все давно съел. Я просто иду в магазин, те же самые там пятерочки, магниты и прочее, смотрю возле морозилок, что есть по 20-30% скидки, затариваю полностью свою морозилку и потом просто потихонечку оттуда все это дело беру. Не всегда жду, когда это все дело разморозится, просто сразу в аэрогриль закидываю, минут на 10 вот эти 180 градусов выставляю вручную. Все размораживается, потом просто приправки, соль, перец, как обычно, и снова туда. И вы знаете, получается все достаточно вкусно. Плюс, конечно, овощи, потому что они обязательно с мясом нужны. Потому что потихонечку я понимаю, что я толстею. Ну, плюс я тут особо месяц не двигался из-за перелома, да. И, в общем, замечательная штука. Если бы не этот аэрогриль, я не знаю, что бы я делал, потому что это надо стоять возле плиты, там, варить, жарить там, и прочее. Это очень было неудобно, когда ходил на костылях с одной ногой, болели руки, болела левая нога, потому что вся нагрузка была на ней. И приходили близкие и, собственно, сами приносили, друзья приносят сосиски, сардельки, наггетсы, мясо, те же самые ребрышки и прочее. Говорит, на, готовь, говорит. Вот, усаживались мы здесь, смотрели фильмы, в общем, и все это дело уплетали. Скажем так, все захотели тоже аэрогриль. Он подорожал приблизительно на 50 где-то процентов, плюс-минус где-то так, да. И неудивительно, потому что все его хотят. И самое интересное то, что именно 6,5 литров, а не 4,5, 4 или 4,5. Он по некоторым моментам хуже. Сейчас вышел аэрогриль поновее, у него там дисплей есть, по которому говорят, что, ну, как в духовке, например, да, или где там еще, по-моему, в духовке, влага, которая там, ввиду того, что испаряется, да, она оседает на стекле и не видно. Смысл от этого стекла вообще никакого. Это как вот в ванной после душа попробовать, например, побриться там или что-то сделать, там стекло полностью в пару. Поэтому спасибо, что вы еще со мной. Мне на самом деле очень приятно. Спасибо вам большое. Очень приятно. И я очень сильно постараюсь просто в аэрогриле готовить. Потому что здесь, ну, сами видели, я вам показал плиту. На ней готовить
еще, наверное, и опасно. Пришел газовщик-то проверять, говорит, вы там это, аккуратнее смотрите, говорит, окна открывайте и смотрите, аккуратнее пользуйтесь этой плитой. Буду иногда что-то готовить, это все мясное. Плюс можно приготовить, например, какие-нибудь там гавайская смесь, вот это вот из овощей, ну, это в будущем посмотрим. В общем, вам огромное спасибо. Те, кто не подписан, подписывайтесь, лайки, просмотры очень важны, до конца, прям до самого-самого конца. И, соответственно, комментарии. В комментариях, именно комментарии меня сегодня, скажем так, воодушевили на то, чтобы я сегодня сделал ролик. Я пошел в машину, взял освещение, потому что его здесь не было. Я как-то в командировке думал там сделать какую-нибудь съемку. В общем, я его не сделал, соответственно. Плюс я немножко стеснялся, что вот я нахожусь в таком помещении, как я буду это все дело показывать. Но вы знаете, сегодня я решил рассказать всю правду матку о том, как я живу, что я делаю. Я айтишник, я работаю за компом. Вся работа у меня именно там. То есть мне нужен комп, интернет и все, соответственно. Но все время я нахожусь в кресле, соответственно, здесь. Вот так, спина напрягается. И забываю поесть, честно, забываю поесть. И неправильное питание, оно приводит либо к ожирению, к плохому пищеварению, желудочно-кишечные заболевания и прочее, за исключением, ну, соответственно, с тем, что еще и там сосудистые, спина там и прочее. Поэтому, да, я еще занимаюсь потихонечку ремонтом, который я делаю уже 3 года. Потихоньку, очень потихоньку, то есть я уезжаю, соответственно, месяц, 2, 3, 4, полгода могу не делать, потом вернуться, что-то сделать, и в итоге вот так вот за 2,5, где-то 3 года я сделал комнату, местами не очень, местами где-то криво, потому что стены изначально кривые советского времени, и приходилось где-то что-то штукатурить, зашпатлевывать и прочее. Идеально не получилось, потому что, ну, блин, я не специалист. Ну, я специалист здесь, а вон там я не специалист, уж извините. Одно дело настроить мне сервер, да, это мне потребуется, там, допустим, от часа до 1 дня, в зависимости от сложности. И другое дело, когда делать ремонт, рука не набита и прочее, поэтому, ну, стараемся, живем дальше. Спасибо вам большое, до новых встреч. Встретимся ровно через, надеюсь, неделю. Всего доброго. Я есть, работать, делать монтаж и выкладывать видео. Всего доброго, всем пока.